Трансатлантический лайнер «Титаник», бывший самым большим и наиболее совершенным кораблем своего времени, затонул в водах Атлантики 15 апреля 1912 года. И сразу же после его затопления, как грибы после дождя, начали расти и шириться всевозможные слухи и гипотезы о причинах случившегося несчастья. Люди вспоминали зловещие предзнаменования и роковые предсказания, которые прозвучали еще за много лет до злосчастного происшествия. Кое-кто даже на полном серьезе утверждал, будто бы дело было в неправильном названии корабля. Мол, титаны — это в греческой мифологии полубоги, низвергнутые в Тартар, и что туда-то, ладно, не туда, а на морское дно злосчастный лайнер в конце концов и отправился. Большинство ученых вполне устраивает официальная версия, но время от времени появляются и другие гипотезы затопления легендарного корабля. И хоть некоторые из них вряд ли претендуют на достоверность, наряду с ними были выдвинуты предположения, которые выглядят вполне правдоподобными. 1. Версия официальная. Виноват айсберг. Согласно официальному заключению, «Титаник» затонул по причине столкновения с ледяной глубиной, вызванного слишком высокой скоростью, с которой шел корабль. И хоть при расследовании причин затопления корабля обнаружилось немало ошибок и нарушений правил техники безопасности, в качестве единственного виновника затопления корабля был назван именно айсберг. Должно быть, потому что это устраивало всех, не нужно больше проводить никаких дознаний и экспертиз, и незачем искать того, кому бы это преступление оказалось выгодным. Виноват айсберг, и все тут. 2. Версия вторая. Взрыв на «Титанике». В ходе независимого расследования, проведенного несколькими американскими журналистами, выяснилось, что еще за неделю до выхода лайнера из порта в его трюме уже горел уголь. Эта версия стала довольно популярной уже после первых же погружений к покоящимся на дне моря останкам «Титаника». Лайнер был найден разорванным на 3 части, и хоть согласно официальной гипотезе, это случилось из-за напора воздуха при затоплении, предположение о взрыве лучше объясняет причину случившегося. Сторонники этой версии полагают, что после встречи с айсбергом корабль еще мог оставаться на плаву, если бы только в трюме не прогремел взрыв. В пользу этой же гипотезы свидетельствует и рваное отверстие, обнаруженное в носовой части затонувшего лайнера. Ведь, по мнению специалистов, ледяная глыба, с которой столкнулся «Титаник», просто не могла оставить такую пробоину. Да и спасшиеся пассажиры злополучного корабля говорили, что за несколько минут до того, как лайнер начал погружаться в морскую пучину, они слышали жуткий грохот, похожий на отзвук взрыва. 3. Версия третья. Ошибка или халатность капитана. Накануне злосчастного происшествия, 14 апреля 1912 года, радиоэфир в Северной Атлантике был полон сообщений о дрейфующих айсбергах, которые видели люди с других судов, проходивших поблизости. Капитан «Титаника» Эдвард Смит не мог не слышать этих предупреждений, но до самого момента рокового столкновения продолжал их игнорировать. Так почему же он заблаговременно не отдал приказ о снижении скорости, который помог бы избежать несчастья, постигшего лайнер и его пассажиров? За Смита заступились эксперты, утверждавшие, что капитан «Титаника» был вправе не обращать внимания на эти сообщения. Что, мол, Смит уже привык к тому, что за время трансатлантического плавания подобные предупреждения постоянно приходят на его корабль, и что при этом не поймешь, какое из них правда, а какое было отправлено по причине необоснованной паники или даже шутки ради. Говорили, что до несчастья с «Титаником» на счету Эдварда Смита не было аварий. Не зря же его даже прозвали «непотопляемый И.Джей». На деле выяснилось, что эти хвалебные разговоры о капитане «Титаника» оказались мифом. И что именно из-за действий Смита еще раньше на море происходили серьезные аварии. Первая серьезная авария в карьере Смита произошла в сентябре 1911 года между «Олимпик» и крейсером «Хоук», в результате чего оба корабля сильно пострадали. И хорошо, что хоть из людей никто тогда не пострадал.
Но в этом случае возникает еще один вопрос. И если некомпетентность и или неосторожность Эдварда Смита уже становились причиной серьезных поломок, то как его могли назначить капитаном «Титаника» и доверить столько человеческих жизней? 4. Версия 4. Виноват первый помощник. Многие люди, не согласные с официальной версией, обвиняют в несчастье, случившемся с лайнером, помощника капитана Уильяма Мёрдока. И не без оснований, ведь тот уже успел побывать ранее в подобной ситуации и с честью вышел из нее, а на этот раз почему-то сплоховал. То ли из-за растерянности, то ли еще по какой причине, выяснить которую не представляется возможным. В тот раз Мёрдок еще служил на корабле «Арабик». Однажды, когда он дежурил на палубе, навстречу его судну внезапно вывернул огромный парусник. Помощник капитана от неожиданности растерялся и в панике отдал команду «лево руля». Штурвал уже вращался, но в этот миг Мёрдок подскочил к рулевому, оттолкнул его и выровнял курс. Именно благодаря его расторопности в тот раз только чудом и удалось избежать столкновения. Руководство по мореплаванию, выпущенное в 1910 году, в соответствии с которым и действовал тогда Мёрдок, гласит: отвернуть от опасности, избавить ход – самый верный способ прийти к столкновению. В подобной ситуации следует увеличить ход. Только вот непонятно, почему же тогда в ту роковую ночь на «Титанике» он поступил не по уставу, скомандовав «лево руля», а вслед за тем «стоп-машина» и «полный назад». Ведь, казалось бы, человек, уже наученный чужим горьким опытом, не должен был допускать подобных ошибок. В итоге «Титаник» врезался в айсберг не самым прочным местом, носовой частью, которая могла бы выдержать даже такой сильный удар, а боком, так, что больше 100 метров борта лайнера оказались вспоротыми ледяной глыбой. 5. Версия 5. Ошибка конструктора. Томас Эндрюс, конструктор «Титаника», использовал лучшие материалы и передовые технологии своего времени. Лайнер имел 16 водонепроницаемых отсеков, и даже если бы 4 из них заполнились водой, корабль удержался бы на плаву. Однако эти отсеки не были изолированы от верхней части корабля, и когда «Титаник» наскочил на айсберг, вода принялась переливаться через переборки, затапливая один отсек за другим. Из-за этого лайнер накренился и в конце концов пошел ко дну. Так что же, получается, что если верить этой версии, то причиной затопления стал просчет конструктора, допустившего подобную ошибку. А вот и нет. «Титаник» был далеко не единственным судном, чья гибель наделала шума в первой четверти XX века. В 1915 году в Лузитанию попала немецкая торпеда, и та затонула в считанные минуты. Но, как ни странно, причиной катастрофы на этот раз стала как раз-таки герметичность отсеков, из-за которой корабль попросту перевернулся и пошел ко дну. Еще одна претензия, которую предъявляют Томасу Эндрюсу – некачественный металл. Мол, конструктор «Титаника» хотел сэкономить, вот и выбирал что подешевле и похуже, иначе ведь айсберг бы оставил на корпусе лайнера вмятину, а не прорезал его. Но в том-то и дело, что ни одна сталь начала 20 века не смогла бы выдержать таких низких температур. Так что, говоря о природных причинах гибели «Титаника», можно было бы за компанию с айсбергом обвинить в затоплении лайнера еще и генерала Мороза. 6. Версия 6. Поддельный «Титаник». Весьма популярна версия, объясняющая гибель корабля результатом злонамеренного заговора владельцев компании. Впервые эту версию выдвинул исследователь Роберт Гардинер, со временем она обрела немалое число сторонников. Как известно, «Титаник» был одним из 3 кораблей, созданных по одному проекту. Первым был построен «Олимпик», затем «Титаник» и, наконец, «Британник». Однако «Олимпик» с самого начала был неудачлив. В первом же рейсе он столкнулся с портовым буксиром, хотя и не пострадал серьезно. А уже через 3 месяца после начала эксплуатации с крейсером «Хоук» оба корабля получили повреждения.
Это дело вернулось громким и шумным скандалом между компанией White Star Line и британским адмиралтейством, владельцем Хоука. В споре крупного бизнеса и власти государства оказалось сильнее. Капитана Олимпика объявили виновным в столкновении, а владельцы White Star Line не получили страховки и вынуждены были оплачивать ремонт из своего кармана. К тому же из-за ремонтных работ был в очередной раз отложен запуск «Титаника». Простой сразу двух кораблей грозил серьезными финансовыми убытками. Тогда и родилась идея выдать один корабль за другой и организовать его крушение, чтобы получить значительные страховые выплаты. Тем более, что отличить их по внешнему виду было почти невозможно. Судно на скорую руку подлатали, тайно переименовали, перенесли на борт инвентарь с еще незавершенного «Титаника», после чего объявили о спуске на воду нового корабля. Из экипажа корабля в заговор была посвящена только группа офицеров, но не капитан судна. Планировалось устроить взрыв в трюме, но погода благоволила к заговорщикам, корабль оказался в зоне айсбергов и с упорным упрямством игнорировал предупреждения других судов об опасности. Это и упростило задачу. В момент столкновения капитана на мостике не было, вахту несли первый помощник Мердок и шестой помощник Муди. Иногда также можно встретить чуть отличающийся вариант этой версии, что столкновение произошло не с айсбергом, а с другим кораблем, специально ожидавшим в заранее определенных координатах. И это якобы было именно то судно, которое видели многие свидетели, и которое не отреагировало на сигналы с терпящего бедствия корабля. Так или иначе, повреждения оказались более серьезными, чем планировалось. Заговорщики рассчитывали, что судно будет тонуть медленно, и за это время придет помощь, что позволит избежать значительного числа жертв. Однако пробоины оказались слишком серьезными, корабль затонул раньше, чем пришла помощь. Эта версия серьезно подверглась сомнению после того, как исследователи получили доступ к остову корабля. Бортовые номера судна соответствовали зарегистрированным номерам «Титаника», а не «Олимпика». Сейчас уже никто с точностью не скажет, что же на самом деле случилось на севере Атлантики роковой апрельской ночью 1912 года и что же стало настоящей причиной затопления «Титаника». Пройдут годы, десятки лет и столетия. Останки лайнера, покоящиеся на морском дне, обратятся в прах. Но легенда под названием «Титаник» долго еще будет будоражить умы людей, заставляя придумывать новые и новые версии затопления корабля.